Всем привет, я Ева Эльфи и добро пожаловать на мой YouTube канал. Мой канал посвящен сексуальному образованию. У меня неоднократно в гостях были девочки-порноактрисы, и плейлист с девочками вы можете посмотреть здесь. Но еще ни разу у нас не было парней-порноактеров, а сегодня у нас знаменательный день. Почему? Потому что впервые у нас в гостях мальчики-порноактеры. И сейчас они поделятся с вами своими историями, как они попали в эту индустрию, какие они видят минусы и плюсы. Ведь ты очень много задавал мне вопросов, как попасть в порноиндустрию, как стать порноактером. И вот они, ответы на твои вопросы. Смотрим. Привет, я Оливер Транк. Меня попросили за парочку вопросов ответить, и первый вопрос, который там был, это как ты попал в порно? Так вот, я рассказываю. У меня был друг, он из Челябинска, и однажды он прилетел в Санкт-Петербург и говорит: слушай, а пойдем, я корешу заскочу. А этот кореш, оказался, что он порно-режиссер, там всякое такое. Мы заскакиваем в гости, стоят две актрисы, я уже не помню их никнейм. Да, я не вспомню ее никнейм. И они начинают меня сразу стебать, типа: ха-ха, а что наш школьник делает? Я такой: я не школьник, мне вот уже 18 лет стукнуло. Ну и, короче, да, ты выглядишь как школьник, короче, ты не будешь актером, все. Ну, в итоге мне предложили посниматься. Я сначала отказался, потом, когда ехал домой, думаю: блин, а что если попробовать действительно? Я звоню режиссеру, говорю: привет, слушай, я надумал. Он говорит: да, заебись, идешь, сдаешь анализы, начинаешь работать. Ну, в принципе, вот так вот я начал работать. И второй вопрос. Плюсы и минусы работы в порно. Ну, тут я тоже не знаю, смотря с какой стороны посмотреть. Плюсы от постоянных половых партнерш тоже не знаю, если нету. Наверное, плюсы в каналах OnlyFans. То, что ты делаешь там коротенькие видосики, где фанаты там подписываются, да, и ты там деньги гребешь, да. Плюсы в чем еще? У тебя появляется сразу много знакомых, друзей. Плюсы еще в том, что все сдают анализы. И вообще, первые 20 минут съемки вообще полный плюс, когда ты там полностью возбужден, когда у тебя уже не приелось это все. Минусы. Из минусов могу сказать то, что после того, как тут все вместе подружились, да, как я уже ранее говорил, это в плюсах, они начинают сразу же сраться. По каким-то там просто нелепым причинам начинается дикий срач. И все, этих друзей у тебя уже нет. Из минусов, что еще могу сказать? Например, на некоторые съемки приходится делать укол. Это делается, конечно, очень редко, но я бы сказал, что это минус, потому что это неприятно. Неприятно что-то себе вкалывать в член. Но все же приходится, потому что съемки иногда бывают слишком тяжелые. Да. Здравствуйте. Да, конечно. Угу. Правда? То есть War Thunder, это масштабный военный онлайн-экшен, получил крупное обновление? Ребят, вы слышали? Хорошо, я передам. Да. Теперь в игре и доступны легендарные истребители Мираж и Starfighter. Вы слышали, да? Ага. А что еще? Серьезно? И современный японский вертолет, и итальянский флот? Угу. Вау, это нереально круто. А также опытный американский легкий, танк, представляете? И советский ракетный комплекс Хризантема. Хорошо, я всем передам. Спасибо. Теперь вы знаете, что в War Thunder вышло новое обновление. Хорошо, спасибо, до свидания. Сражения War Thunder разворачиваются на локациях по всему миру. В одном бою могут столкнуться наземные и воздушные силы России, США, Европы и Азии. Захватывай позиции на танках, используй черных акул для фланговых атак или прикрывай армию авиацией с неба. Ракетные катера и эсминцы помогут тебе получить контроль над морем.
Продвинутая графика, реалистичный звук и разрушаемость дают полное погружение в атмосферу настоящей войны. Используй технику со времен Второй мировой войны и до современности. Прокачай экипаж и используй новые технологии, прибор ночного видения, самонаводящиеся ракеты, дымовые завесы и многое другое. Да. О, это снова War Thunder, здравствуйте. Угу. Да, хорошо, я передам, что нужно скачать War Thunder по ссылке в описании. Что еще? Ну да, конечно, и получайте бонусы для легких побед. Спасибо. Так что ссылочку вы найдете в описании в этом видео. Ждем вас в War Thunder. Итак, как я попал в порноиндустрию? Это был день, когда я делал клиентке свой массаж. Наверное, это странно. Я делал массаж с грустью, потому что я был до этого секс-блогером, и мой инстаграм удалили в очередной раз. Уже 3 или 4 аккаунта на нет. Она мне говорит, что ты грустишь? Говоришь, так и двигайся дальше. Я говорю, куда двигайся дальше? Я уже даже не хочу инстаграм новый делать. Она мне говорит, так давай в порно. А эта клиентка, которая была у меня на массаже, ее зовут Маша, она уже снималась. Я такой говорю, я ничего об этом не знаю, вообще ничего, как, куда. Вообще, она мне что-то начала рассказывать за Pornhub. Я такой, что? Я ничего не понимаю, ничего не понимаю. И она мне дала контакт одной девочки, и это оказалась Ева Эльфи, которая мне помогла во всем этом разобраться. Как, что, зачем, все прям не знаю, как по полочкам разложила, и я был очень удивлен, что этот человек мне помогает, потому что я уже видел ее, естественно, где я ее видела на Pornhub, и я такой, вау, я сейчас с ней общаюсь, и она мне изи отвечает, так по-доброму, так просто. Вау. Вот так я попал в порноиндустрию. То есть это были мои первые мысли и шаги к этому. И как оказалось, потом еще одна клиентка, которая ходила ко мне на массаж, я сказал, прикинь, вот такая идея, она говорит, я бы тоже снялась. Я такой, серьезно? Давай вместе. И мы начали снимать. Вот так я попал как-то в это. Это был телефон, даже сначала стабилизатора не было, покупали какой-то свет и, короче, погнали. Вот такие были какие-то мои первые шаги в порноиндустрии, и это все ты, Ева Эльфи, ты мне помогла. Наверное, если бы не ты мне не дала какие-то наставления, как это все правильно сделать, я бы не пошел бы дальше. Да, я точно не пошел бы. И какие минусы были? Вот минусы были в том, что у меня есть девушка, я в отношениях с ней уже 3,5 года, и люди, которые узнавали, что я снимаюсь, конечно же, была какая-то негативная реакция в ее сторону. Большинство негативные, потому что были люди, те, которые не понимали нас вообще, типа ноль. Они никак не могли понять, как это вообще возможно. А потом я находила единомышленников, особенно с сферы порно. Я видел, что есть и порно-пары, и все нормально. То есть там есть отношения, это все как у всех, только у них есть еще и порно-жизнь, как я ее называю. С плюсами то, что у меня появлялись новые знакомства. Потом я дальше вел блог, все-таки опять сделал Инстаграм. И потом я узнал, что меня смотрят в сторис какие-то порномодели. Я такой, вау, вы меня смотрите, а я вас чекаю на Pornhub. Короче, у меня какие-то появлялись онлайн-друзья с порноиндустрии, и мне нравилось с ними общаться, потому что это совсем другие люди, и они для меня были намного вкуснее, чем те люди, которые меня окружали. То есть от них я брал больше какой-то энергии, даже просто в СМС попереписываться, пообщаться, как у них дела и как у них идут дела. Вот так. Не знаю, я рад, что я в этой теме и в этой сфере. Я не знаю, что добавить. Минусы, вот правда. Самый большой минус для меня то, что затрагивали мою девушку. А то, что там говорили на меня, мне как-то пофиг, я никогда не обращал на это внимания. Почему мне нравится вся эта порно-тусовка? Потому что вот Ева Эльфи мне ответила спокойно. Она отвечала мне, как, что, зачем. Потом я переписывался еще с другими моделями. Они легко шли на контакт, потому что я просто в теме был. Хотя я очень внизу, вообще где-то там. И все равно они какие-то дружелюбные, я не знаю, потому что иногда ты пишешь девочкам, которые просто ведут Инстаграм, какие-то просто модели, и они так нас задирают, как будто, я не знаю, как будто они бои, а ты там какая-то букашка, а в этой теме нет. Так что люди с порно мне нравятся больше, чем обычные модели. Как-то вот так. Так что спасибо тебе, Ева, что ты когда-то сказала мне, как, что и куда. Ты мне объяснила, как двигаться в этом направлении, я до сих пор в этом направлении. Благодаря тебе. Бам!
Итак, всем привет, ребята, меня зовут Райан Мур. На Порнхабе вы можете меня найти под псевдонимом Family Cream Pie, если кому-либо будет интересно. Сейчас максимально коротко расскажу о том, как я попал в порноиндустрию, с какими плюсами и минусами я столкнулся. Изначально я работал фитнес-тренером и тренером по боксу до всего этого. Далее меня пригласили на один секс-проект от крупной компании Bongo.com. Это вебкам-компания, возможно, многие из вас ее знают. Я там пробовал 2 месяца. Как вы понимаете, вся моя жизнь и жизнь других участников транслировалась для сайта, для поклонников и для фанов данной тематики. Сексуальный подтекст также, конечно же, присутствовал. Далее я познакомился с одной девушкой, которая вела свой Pornhub канал. Она мне начала рассказывать о нем, то есть что и как это все происходит. Следовательно, конечно же, я создал свой, начал им заниматься, начал вникать, начал делать контент с различными девушками, начал заниматься другими источниками, такими как Xhamster, Xvideos, ManyVids, OnlyFans и так далее. Какие плюсы и минусы из этого всего есть для меня лично? Во-первых, не всегда партнер тебе может нравиться и не нравиться и так далее. То есть, но ты понимаешь, что тебе нужно сделать качественный и хороший контент, поэтому ты должен стараться настроиться на позитив у себя в голове в первую очередь, потому что если не настроишься в голове, никакая съемка, образно говоря, у тебя не получится. Также из плюсов я могу отметить то, что по сравнению с остальными отраслями, то есть заработок, конечно же, будет на порядок выше. Но опять-таки этим нужно заниматься, на это нужно тратить время. Из минусов то, что люди, живущие в России, в Украине, в странах СНГ, вы понимаете, что в данных странах это все запрещено, следовательно, вам нужно будет снимать контент в других странах, то есть где это разрешено, чаще это большинство стран Европы. Также из минусов хочу заметить то, что сложно на самом деле построить какие-либо отношения с человеком, который вне этой сферы. Всем привет! Девчата, привет! Привет, ребята! Привет, Ева Эльфи! Это Devil's Cause, и я вам расскажу немножечко о себе и о том, как я попал в порноиндустрию. Это был, конечно, нелегкий путь, и немножечко не обошлось без везения. Я всю жизнь мечтал стать порноактером. Была такая мечта, наверное, как и у миллионов других ребят, таких же простых, как и я, а может быть и непростых. Я очень много искал, читал статей, вот эти какие-то кастинги, как принято думать, искал, да? Естественно, все это полная неправда. Думали, материться буду? Не. У Евы в гостях, если буду покультурней. Может, мало ли, еще на выпуск позовут посниматься. Так вот, значит, я искал информацию, анализировал, что, как, кастинг там этот несуществующий. И уже в возрасте где-то 27 лет я осознал, что, наверное, это все-таки останется только мечтой. К сожалению. Вот. Ну, и тут судьба сыграла злую шутку. Я пошел тусить в клуб, и в клубе наткнулся на одну очень известную личность, которая в русской порнографии как бы очень так фигурировала часто. И я налетел на него с вопросами и предложениями, ошарашил просто сразу. Вот, он сказал, ну, окей, что, приходи ко мне, пообщаемся, типа. И так я приходил к нему где-то год. Вот, входил в доверие я где-то год. Ездил, помогал, что-то там притирался как бы к людям. Но вы посмотрите на меня, конечно, мне мало кто поверит, да, и доверится, тем более заниматься там такими делами. Видели, какой зубик кривой, как бы? Вот, кто будет такого снимать, да? Подумаете вы. А нет, я своего добился.
долго, упорно я шел к цели. Я искал девочек, которые будут со мной сниматься. Потом они сами меня искали. Вот, то есть девочек мне никто не предоставлял. Я искал их сам. Снимался, и мы зарабатывали небольшие денежки. Вот, ну а дальше все пошло как по маслу. Так как я по жизни понимал, что это мое призвание. Вот. Ну и плюс я харизматичный парень. Я стал вести соцсети, как бы кричать, что я топ Russian porn actor. Ну, оно, видите, так и случилось, как бы. Просто я это заранее кричал, когда я им еще не был. А теперь, как бы, вот я живу в Европе, не парюсь, у меня все четко. И зубик мне вообще не парит, как бы, меня. Под эти прекрасные звуки дождя я могу вам рассказать, какие плюсы и какие минусы лично я хапнул, работая в порноиндустрии. Давайте начнем с плюсов. Для меня лично это один сплошной плюс. Потому что, как вы уже помните, это была моя мечта. Я к этому стремился, я к этому шел. И когда я пришел, то я получал истинное наслаждение от того, чем я занимаюсь. Плюс, вот вы понимаете, как бы, да, все думают, порноактер, трахает он телок. Но для меня, как бы, это не так. Для меня порноактер — это когда ты следишь за своей внешностью, это когда ты следишь за своим здоровьем, это когда ты спишь, когда ты отдыхаешь, когда ты здраво себя чувствуешь, когда ты имеешь денежки, да, все-таки, как бы тоже такой не последний вариант, когда твоя работа, когда ты работаешь, с приятным, так сказать, не то чтобы продуктом, если вот брать как работу, да, работаешь с моделями, то есть, мне это нравится, как бы, у меня к этому лежит душа. Работа в порноиндустрии лично мне дает, во-первых, как финансовую независимость, так и абсолютный график свободный. То есть, у меня в жизни много интересов. Я занимаюсь спортом, я занимаюсь разными делишками своими, да, какими-то автомобили, путешествия. Работа в порнографии дает мне прекрасную возможность иметь много свободного времени и достаточно денег для того, чтобы как-то осуществлять свои хотелки вот эти. Какие минусы? Вот я уже 5-й год в индустрии, и есть все-таки небольшая такая профдеформация. Выглядит она следующим образом. Я очень любил секс, и я очень любил девочек. Сейчас же я не люблю девочек. Поверили, что ли? Да нет, шучу. Вот, я люблю девочек, все круто. Просто пропало чувство страсти. Нету вот этого животного. Это большая редкость. Это большая редкость, если возникает чувство, да, такое хотение. Это вообще, 1 на миллион. Вот Саша Роуз у меня тут гостит. Вот с ней, да, вот с ней мне хорошо. Но за последний годик это только с ней. Начинаешь привыкать к сексу, и становится таким он рутинным. Вот такой минусец есть. Потом, что еще? Существует небольшая такая все-таки антисоциальность какая-то. То есть, может, это лично мой выбор, я не знаю. Но мне как-то не нравится выходить в общество. И, то есть, я вполне себе независим. У меня есть девочки, у меня есть какие-то знакомые, которые мне нужны, у меня есть бабки, жилье. И я даже в магазин перестал ходить. Я заказываю все онлайн, и меня это устраивает Вот, и не хочу видеть людей, тем более тех людей, которые вне индустрии. Вот, такая, может быть, это лично моя психологическое расстройство такое.
Ребята, всех обнял, всем хорошей эрекции, не балуйтесь, иначе я приеду и высосу вам простату просто. Все, всех люблю, всех обнял. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. С вами была Ева Эльфи. Не забудьте подписаться на наших порноактеров, их ссылочки вы найдете в описании. А в комментариях напишите, не пропало ли у вас еще желание стать порноактером после таких историй. С вами была Ева Эльфи. Всех люблю, целую. Пока-пока.